мы уже вооружились знаниями. И потом мы начинаем потихонечку, шажочками менять эти программы. Эта работа требует высокой осознанности, высокого понимания и огромной любви к себе, потому что человек, который себя не любит, он не решится на такой шаг. Он будет дальше предавать себя много-много раз. Вот скажите, вспомните, оставшись наедине с собой, сколько раз и при каких обстоятельствах вы себя предавали. Вспомните, вспомните, запишите, подумайте, какие это были ситуации, почему вы так поступили, что вам помешало принять другое решение. Может быть, какие-то программы, может быть, чьи-то слова какого-то очень авторитетного человека для вас повлияли на вас и не дали вам принять другое решение. Какие-то страхи, что не дало вам пойти тем путем, к которому устремилась ваша душа. Что это было? Запишите. Запишите в тетрадь, свой дневник. Очень рекомендую вести дневник. Дневник, прямо назовите его дневник благодарности, чтобы в этом дневнике или тетради записывать благодарности, которые у вас есть к себе, к каждому человеку, которого вы встречали, например, сегодня, или общались сегодня, каким-то событиям, которые произошли в этот день, да, может, ваше осознание какие-то, инсайты. Эта тетрадь очень поможет. Вы знаете, очень важно иметь такую тетрадку. Вот. И когда вы запишете в эту тетрадь вот эти ситуации, события, ну, запишите, скажем, 10 таких, а может быть даже больше, 20 ситуаций, где вы предавали себя. Они могут быть самые маленькие. Предательство начинается с самых маленьких, казалось бы, незначительных, да, ситуаций. Но зато вот эти маленькие незначительные ситуации приводят к большому предательству. Ведь мы начинаем с самого маленького, как правило, да. Это не значит, что вы себя будете критиковать, ни в коем случае. Когда вы это будете записывать, чувствуйте к себе огромную любовь и принятие, потому что те решения, которые вы принимали в тот момент, они были самыми лучшими решениями для того момента, для того состояния, для того уровня понимания, уровня сознания, осознанности, которое у вас было тогда. Ни в коем случае не критикуйте себя, не критикуйте себя, потому что это отнимает всю энергию, когда мы себя критикуем. Мы буквально себя оставляем без энергии, понимаете? Поэтому относитесь к себе всегда с большой любовью, с большим пониманием. Часто бывает, мы понимаем других людей, мы понимаем, мы даже можем принять себе ошибки других людей, но мы всегда, часто бывает, не прощаем самим себе свои ошибки или свои какие-то поступки. Ни в коем случае. Еще раз призываю относиться к себе очень-очень бережно, с любовью. Да, я так поступила. Но в тот момент это было самое лучшее решение для меня. Так и говорите. Тем самым вы себя избавляете и от чувства вины, и от такой огромной ответственности, которую мы часто взваливаем на себя и тащим на своих плечах. От этого у нас возникают всевозможные заболевания, да, и особенно в области спины, шеи, поясницы и так далее, да, но вообще, знаете, наш опорно-двигательный аппарат, да, очень сильно от этого реагирует, потому что опорно-двигательный аппарат – это вот как раз-таки биологический конфликт самообесценивания. Вот когда мы себя обесцениваем, критикуем себя, и вот тогда у нас начинаются всякие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Таким образом, когда мы осознаем, что мы где-то что-то там, скажем, не слышали себя, не шли по зову нашей души. Во-первых, мы должны понимать, что мы, а, разрешая себе делать ошибки и исправлять их, мы также должны понимать, что и другие люди могут совершать ошибки и могут их исправлять. Да? То есть мы себе разрешаем эволюционировать, разрешаем себе меняться. То же самое другие люди имеют право меняться, изменяться, а, эволюционировать и расти. То есть все мы находимся в состоянии именно роста, накопления опыта и проходя через этот жизненный опыт, мы принимаем какие-то вещи, которые, может быть, осознания какие-то, которые раньше не понимали, не осознавали.